Беспроводные сети Wi-Fi стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и вокруг их безопасности существует множество мифов, таких как скрытые сети, фильтрация по MAC-адресам, о том, что сильный пароль уж точно защитит от несанкционированного проникновения и так далее. Вера в эти заблуждения может привести к недостаточной защите и, как следствие, к потере личной информации, финансовым убыткам и даже более серьезным последствиям вплоть до лишения свободы. Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, я покажу и расскажу о наиболее распространенных мифах безопасности Wi-Fi, а также возможных уязвимостях. Также хочу подчеркнуть, что вся информация в данном ролике предоставляется исключительно в образовательных целях. Не используйте увиденное в ролике для несанкционированного доступа к чужим сетям без прямого разрешения. Пока мы не начали, прошу поддержать канал, его развитие, поставить лайк, поделиться этим видео, нажать на кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну а мы начинаем. Миф номер 1. Скрытый SSID делает сеть невидимой и безопасной. Скрытие имени сети не делает вашу сеть невидимой для злоумышленников. Хотя сеть и не будет отображаться в списке доступных сетей у обычных пользователей, специальные инструменты для анализа сети могут легко обнаружить скрытый SSID. Злоумышленник может легко найти вашу сеть и попытаться получить к ней доступ. Первым делом останавливаются все ненужные процессы и запускается режим монитора сетевого адаптера. Далее запускается сканирование сетей, и тут мы видим нашу целевую скрытую сеть. После этого останавливается сканирование и запускается скан целевой сети, где указывается ее MAC-адрес. Параллельно мы подключимся к этой сети со стороны клиента. В полной уверенности, что наша сеть скрыта и неуязвима, вводим ее имя и пароль, и как только подключимся к ней, в терминале у злоумышленника отобразится имя сети, которое так трепетно скрывал пользователь, и вдобавок будет перехвачен хендшейк. Скрытие SSID не является надежной мерой безопасности, гораздо более важным является использование современных методов шифрования, таких как WPA3 для защиты данных. Миф номер 2. Фильтрация по MAC-адресам защитит мою сеть. Фильтрация по MAC-адресам – это функция, которая позволяет разрешить доступ к сети только устройствам с определенными MAC-адресами. Однако злоумышленники могут легко подделать посредством спуфинга MAC-адрес своего устройства, чтобы соответствовать допустимому в вашем белом списке. С помощью программного обеспечения для анализа сети можно увидеть, какие устройства подключены к сети, и использовать их MAC-адреса. Фильтрация по MAC-адресам защищает не больше, чем шторка замка от взлома. Для этих целей часто используется MAC-Changer. Здесь мы можем ознакомиться с функционалом. Следующей командой мы смотрим наш реальный MAC-адрес. Следующая команда изменяет MAC-адрес на целевой. Здесь выключаем наш адаптер. Далее MAC-Changer меняет MAC на желаемый. И после активируем адаптер с новым MAC-адресом. Как видим, MAC-адрес изменен. Хотя фильтрация MAC-адресов может немного усложнить несанкционированный доступ, она не является надежной мерой безопасности. Лучше использовать сильное шифрование и более надежные методы защиты сети. Миф номер 3. Сильный пароль делает сеть неуязвимой. Сильный пароль безусловно важная часть безопасности, но он не гарантирует полную защиту. Злоумышленники могут использовать методы социальной инженерии, чтобы обманным путем получить пароль или атаковать другие уязвимости. Также они могут использовать crack-атаку. Crack – это сокращение от Key Reinstallation Attack. Это метод атаки на протокол WPA2, который позволяет злоумышленнику перехватывать и повторно использовать или переустанавливать криптографические ключи, используемые для шифрования трафика. Это возможно благодаря уязвимости в процессе четырехстороннего хендшейка, который происходит, когда клиентское устройство подключается к точке доступа Wi-Fi. Крэк-атака более сложна и опасна, чем классический перехват хендшейка и перебор пароля. Она нацелена на уязвимость в процессе установки ключей шифрования, что позволяет злоумышленнику расшифровывать и манипулировать данными без необходимости взламывать сам пароль. Злоумышленник может провести атаку различными путями, но один из них — это использование AirCrack для перехвата хендшейка и код Python для проведения самой атаки. Скрипт Python загружает захваченные пакеты из файла хендшейка, ищет третье сообщение четырехстороннего хендшейка и отправляет найденное сообщение снова и снова, чтобы заставить устройство жертвы переустановить ключ. Это непосредственно сам скрипт Python. Изначально должен быть установлен Scapy. Этот импорт предоставляет доступ ко всем функциям библиотеки Scapy, включая чтение и отправку пакетов. Функция RDP-Cap загружает пакеты из файла handshake-cap, который содержит перехваченный четырехсторонний хендшейк. В этом фрагменте скрипт ищет третье сообщение в четырехстороннем хендшейке, проверяется наличие протокола EAPOL и соответствие второго байта в нагрузке load значения 3, что означает третье сообщение в процессе рукопожатия. Если третье сообщение найдено, скрипт отправляет его повторно 100 раз через интерфейс WLAN, чтобы попытаться принудить клиента к переустановке ключа шифрования.
Этот скрипт выполняет основную атаку Crack. После успешной атаки может быть использован Wireshark для анализа перехваченного трафика. Фильтруется трафик по протоколу WPA, чтобы увидеть, какие параметры были перехвачены и расшифрованы. Злоумышленник может использовать подобный фильтр. Этот фильтр для захваченных Beacon пакетов, которые могут содержать полезную информацию. Хотя сложный пароль действительно защищает сеть от большинства стандартных атак, он не защищает от всех возможных угроз. В реальности безопасность Wi-Fi зависит не только от сложного пароля, но и от протокола шифрования, уязвимостей в программном обеспечении и сетевых конфигураций. Миф номер 4. Моя сеть слишком маленькая, чтобы стать целью для атаки. Мелкие или домашние сети часто становятся целью атаки, потому что злоумышленники знают, что они могут быть менее защищенными и часто используют слабые пароли. Такие сети могут быть использованы для запуска атак на другие системы, кражи личной информации или в качестве ботнета. Домашнюю сеть могут использовать даже для проведения фишинговой атаки, просто подключившись к ней, выполнив рассылку, и пативент приедет к владельцу сети. Независимо от размера сети, важно принимать меры по ее защите, даже небольшие сети могут быть заманчивыми целями для злоумышленников. Миф номер 5. Дальность Wi-Fi сигнала ограничивает риск взлома. Бытует мнение, что если Wi-Fi сигнал не выходит за пределы дома или офиса, то вы в безопасности. Однако злоумышленники могут использовать мощные антенны и оборудование для усиления сигнала, чтобы подключиться к вашей сети даже на большом расстоянии. И их подключение будет по факту лучше, чем ваше, даже если вы стоите возле роутера. Та же N300 оптимизирована на системном уровне для беспроводного обмена данными на расстояние, превышающее 5 км. Полагаться на ограничение дальности сигнала для безопасности недостаточно. Важно использовать методы шифрования и другие меры защиты, чтобы предотвратить несанкционированный доступ. Миф номер 6. Сеть, защищенная WPA 3, неуязвима. WPA 3 предлагает улучшенную безопасность по сравнению с WPA 2, но не является абсолютно неуязвимым. Хотя он устраняет некоторые уязвимости предыдущих версий, атаки все еще возможны, особенно если другие аспекты сети не защищены должным образом. Регулярные обновления и использование хороших практик безопасности остаются необходимыми. В 2019 году исследователи обнаружили уязвимости в WPA 3, которые они назвали Dragon Blood. Эти уязвимости позволяют злоумышленникам проводить атаки на некоторые аспекты аутентификации, такие как атаки на метод SAE – Simultaneous Authentication of Equals. Миф номер 7. Перепрошивка роутера не обязательная процедура, без нее можно обойтись. Многие пользователи считают, что перепрошивка роутера – это излишняя или даже ненужная процедура. Они думают, что если роутер работает нормально, то обновление прошивки не требуется. Эта точка зрения основывается на убеждении, что прошивка роутера должна обновляться только в случае технической проблемы или для получения новых функций, которые им не нужны. Но со временем обнаруживаются новые уязвимости в прошивке роутеров. Производители выпускают обновления, чтобы устранить эти проблемы. Если не обновлять прошивку, роутер останется уязвимым к таким известным угрозам, как крэк-атака, VPN-фильтр и другие. Многие производители роутеров выпустили обновление прошивок, которые устранили эту уязвимость. Пользователи, которые не обновили прошивку своих роутеров, остались уязвимыми к этой атаке, несмотря на наличие исправления. Игнорирование перепрошивки роутера может привести к серьезным проблемам безопасности. Даже если ваш роутер работает стабильно, это не значит, что он защищен от всех угроз. Регулярное обновление прошивки – необходимая мера для поддержания безопасности вашей Wi-Fi сети. Мы рассмотрели далеко не все существующие мифы, на самом деле их намного больше, но эти являются наиболее распространенными. Надеюсь, этот обзор мотивирует многих задуматься о комплексном подходе к защите своих Wi-Fi сетей и не ограничиваться исключительно сильным паролем или белым списком. На этом у меня все. Увидимся.